Защищенный Ulefone Armor 25T Pro. Вот так вот, как-то они его назвали. И, честно говоря, я удивлен. Знаете почему? Потому что они его сделали тоненьким, и он не похож на те защищенные смартфоны, с которыми я, скажем так, работал ранее. Потому что он просто обыкновенный смартфон. Да, со странным дизайном. Видите, какой выступ блока камеры. Но это не зря. Почему? Потому что здесь не просто есть камера там, на 50 мегапикселей. Есть ночная камера на 64 мегапикселя с инфракрасной подсветкой. И есть еще, знаете, как называется он? Thermal View. Не FLIR, а термальная камера, вот Thermal View, которая может снимать термальные, скажем так, замеры до 1000 метров. То есть он до 1000 метров может, знаете, выступать как термальный датчик. Очень классная тема на самом-то деле. То есть если я его прямо сейчас вот включу, смотрите, и направлю на кондиционер, и вот, пожалуйста, мы видим здесь кондиционер, замена температуры, вот окошечко, и это все будет работать до 1000 метров. Идеально, идеально. Конечно, меня радует то, что здесь есть инфракрасный бластер для того, чтобы пульт работал, и процессор MediaTek Dimensity 6300. Скажите, слабоват, всего лишь там 380 либо 390 тысяч в Antutu, но поиграть тоже на этом можно. Главное, что он делает отлично, именно выполняет отлично свои функции в качестве защищенного смартфона, ведь это IP68, IP69K и MIL STD 810H. То есть его можно ронять, его можно топить, его можно все что угодно делать, ему ничего не будет. Разбился, сказал бы я, но нет, целый. Смотрите, отлично. Слушайте, ну а что можно на нем делать? Да все. Играть, смотреть Netflix, смотреть ютубчик, просто развлекаться и, конечно же, использовать для строительных специальностей, либо других специальностей, потому что здесь есть и тулбокс с отвесами, с транспортирами, с пузырьковыми, вот этими, как называют, уровнями, да, с пузырьковыми уровнями и подобными вещами. Самое интересное еще и то, что он достаточно защищен спереди. То есть обычно у нас стекла на таких смартфонах такого сомнительного качества, а здесь у нас стекло Gorilla Glass Victus, что тоже, скажем так, за его деньги, а деньги небольшие, ссылку закину в описании под видео, еще подписывайтесь, нажимайте колокольчик, кстати. За его деньги очень неплохой вариант. Слушайте, ну, кроме того, что здесь еще 12 гигабайт памяти немножко приврали, потому что 6 физическая плюс 6 виртуальной можно добавить из хранилища. Здесь UFS 2.1 хранилище 256 гигов. Переходим сейчас, знаете, что с вами делаем? Давайте, наверное, посмотрим, сколько он стоит. Посмотрим, где его можно купить. Посмотрим, что заявляет производитель. Потом распакуем, потестируем. И потом уже перейдем на выводы. Так что давайте, на канале Технозон, поехали. Ну что, $349. Да, много, сказал бы я, но нет, немного. За термалку это вообще немного, потому что попробуйте отдельно купить термальный модуль, вы офигеете от цены. А здесь у нас, извините меня, можно купить это вот от $305 чисто смарт, потом за 313 можно купить со стеклышком и пошло-поехали там с чехлами, с держателями. Короче, слушайте, я вам закинул ссылку в описании под видео, пойдите посмотрите, чего ж там почем продается. Ну и, конечно же, будете понимать, где я купил и проверенный ли это продавец. Но давайте посмотрим, что сам производитель у нас заявляется. Итак, Microsoft Dimensity 6300, 120 Гц экран 6,78 дюймов и 12 гигабайт ОЗУ 6 плюс 6, 6 физ, 6 виртуал. Основная камера 50 мегапикселей, кстати, это ISOCELL GN1 от Samsung, такая себе камера, сейчас ее тоже обсудим. Android 14, NFC, бластеры, конечно же, беспроводная зарядочка на 30 Вт. А здесь они уже описывают, что у них есть 6,78 дюймов FHD плюс экран на 120 Гц, процессор с поддержкой 5G, 256 хранилища, батарейка 6500, которой хватает достаточно надолго, несмотря на то, что это всего лишь 6500, хотя это много по сравнению с обыкновенными смартфонами. 33 Вт быстрая зарядка, также быстрая зарядка на беспроводе 30 Вт, MIL STD 810H и, конечно же, IP68, IP69K. У нас Леночка его где-то там купала, где-то там с ним бегала, прыгала, зарывала, и выглядел он, конечно, не очень после этого, пока его не отмыл. Вы видите видео сейчас, где она моет его фактически. Все, он спокойненько поддерживает. И там песочек, и все остальное можно его зарывать. А если говорить о термалочке, то термалочка это топ. Это не FLIR, это у нас Thermal View.
с разрешением 160 на 120, да, именно у термалок именно такое разрешение, и работает она до 1000 метров, измерительная дальность измерения до 1000 метров, и плюс у нас он работает от минус 10 до 550 градусов с погрешностью плюс-минус 3 градуса, очень классная тема. Например, ну, для чего ее можно использовать? Ну, вот видите, здесь разные варианты использования. Платы, монтажники фотографируют, там где видно у нас какой-то, ну, знаете, как есть диагностируют, покрывают жидким азотом, потом включают и смотрят, какой элемент сильно греется. Здесь это уже не надо делать, вы просто фотографируете плату и смотрите, какой элемент у вас находится в какой-то аномальной температурной зоне. Фотографировать можно все, что угодно. Инфракрасная камера, ну, это такое себе, то есть 15, 20, 25 метров и плюс палец светодиоды, вот эти инфракрасные, в принципе, где-то на стоянке дедушке понаблюдать, воруют кто-то машину или нет, ну, это такое дело. Можно. А так, я не в восторге от инфракрасной камеры. Дальше, ну, сертификация, вот эти все Corning Gorilla Glass Victus, за это плюс большой, и уже сама камера. Апертура 1.65, это IZCL GN1, который снимает всего лишь 2К 30 Гц, Full HD 30 Гц, HD 30 Гц, и фотографии, честно говоря, я вот все оригиналы вам разместил в описании под видео, не очень, честно вам скажу, вот мне не нравится. То в пересвет уходит, то неправильно фокусируется, абсолютно нет никакой стабилизации, и камеры, вот эта IZCL GN1, ее нормально более-менее реализовали Blackview. Здесь реализация мне не понравилась. Что еще здесь неплохого? Android 14, ну, 120 Гц экран, как я уже говорил, и они заявляются, что в режиме звонков здесь можно, в принципе, проговорить 48 часов от одного заряда, 16 часов просмотреть видео и 478 часов стендбая продержать. Ну, по поводу быстрой зарядки я уже сказал. Сразу рекомендую покупать с чехлом, потому что чехол, хоть и арморский универсальный, но найти его будет достаточно тяжело. Здесь USB Type-C 2.0 у нас стоит. И что еще? Максимальная глубина 2 метра до 30 минут. Больше мне тут говорить не о чем. Сама по себе камера ночного видения у нас 64 мегапикселя, с углами обзора 79, с апертурой 1.79, и основная камера у нас Samsung Gen1, тоже с апертурой 1.95 и 85 градусов углы обзора. Ну, такое себе. Такое себе. Фронталка более-менее фронталочка. Ребят, переходим, распаковываем и смотрим. Ссылка в описании под видео и тестируем уже, а потом делаем выводы. Так, Armor 25T Pro, Ulefone, IP68, IP69K, до 12 гигабайт, тут 6 плюс 8, 6 базовой, 8, 6 плюс 6, 6 базовые, 6 виртуалочки. Слушайте, ну ничего такое, кстати, коробочка стильная. Леночка мне дала ножичек, который мне не пригодился. Вот так бывает, да, Леночка? Все сам, конечно. Да, все сам. Так, открываем. Ulefone Armor Pro. Знаете, вот очень уникальная штука. Почему? Потому что... сейчас. Ну, давайте достанем. Красный. Давайте так сразу. Красный Type-C. Есть ремешок. Это плюс. Есть у нас быстрая зарядочка. Ну, Леночка, ты у нас глазастая. 33 ватта быстрая зарядка. Есть скрепочка. Сразу же NFC. Смотри, какой дизайн. Китайцы охренели вообще. NFC есть. Есть задняя вспышка. Инфракрасные вот эти вот... Господи, инфракрасная подсветка для инфракрасной камеры. И есть термальная камера FLIR. Вот ее сразу же видно. Слушайте. Давайте скрывать его, что ли. Нафига вскрывать. Так, смотри, что на пленочке. Термальная... ThermView. Здесь нет, не FLIR даже. Здесь ThermView. Ну и да, это поинтереснее сенсор. ThermView. 120-герцовый дисплей. Mediatek 63205G, 256 хранилища, 32 мегапикселя камера, 50 мегапикселей задничек, NFS. Ну, самого NFC, вернее, 6500 мАh батарея. Он не толстый, это не кирпич, но при этом с дизайном современного смартфона защищенный сзади материал под карбон. Я не думаю, что это карбон на самом-то деле, хотя текстура, слушай, посмотрим уже, что пишет производитель, но дизайн интересный. Слушай, давай скрывать, что у нас тут, кстати, спрятано. Сейчас посмотрим. Стеклышко. Держатель, то есть сюда ты
Херак, держатель, да? Ну, это первый раз я вижу, что держатель вложили в смартфон. Давай снимем пленочку. Лена, ну, у тебя вечно такая реакция на пленочки. Оргазмическая. Включим. Сейчас. Смотри, здесь у нас кнопка питания, качельки громкости. Здесь у нас кнопка программируемая и разъем для TF-карт. TF-карты у нас либо под две. Ага, под одну или как? Ага, под две, с двух сторон. SIM1, SIM2 с этой стороны, а здесь microSD карта. Смотри, как хитро сделали. Маленький лоток. SIM1, SIM2, а с этой стороны под TF-карту, под microSD. Блин, вот это прикол. Смотри, какой яркий экран. Короче, ребят, активируем и будем уже переходить его обозревать. Знаете, вот именно с игры решил начать. Потому что на нем можно поиграть, даже на этом Dimensity 6300. Могу сразу сказать, звук громкий, звук хороший, один динамик, поэтому это монозвук, и он практически не греется. Сколько я не играл, сколько я не бегал, я здесь уже там и с оружием побегал, и совсем уже даже двоих подзамочил, видите, Eliminates, двоих я тут завалил, и все, и как бы у меня вопросов с этим нет. Основная претензия — это монозвук. Был бы стереозвук, было бы лучше, но знаете, на стоимость этого смартфона и на его возможности, это в принципе смартфон не для игр. Это смартфон не для игр, это инструмент, который необходимо использовать совсем в других каких-то ипостасиях. А ну давайте посмотрим, что у нас там есть. Все, идеально. То есть вы поняли, да, PUBG я спокойно закрываю, у нас все работает. Если говорить уже про игровые возможности, то само собой мы пойдем в Antutu и посмотрим на количество баллов. А это 385 147. И тут как бы вопрос такого рода. Вроде бы и немного, но это такой уверенный среднячок нижнего сегмента. Если брать мультитач-тест, то 10 касаний, вообще без вопросов, здесь у нас нет никаких замечаний. Если говорить о самой системе, то это у нас, смотрите, модель Armor 25T Pro, телефон MT6835, 6 гигабайт физической памяти, плюс 6 можно поставить оперативной, 256 гигабайт хранилища, Bluetooth 5.2, у нас центральный процессор MediaTek Dimensity 6300, 6 ядер Cortex A55 по 2 ГГц и 2 ядра по 2,4 ГГц Cortex A76 6-нанометровый, 64 бит, в принципе очень все даже неплохо. За отображение у нас отвечает Mali G57 MC2, это у нас Full HD экран 1080 на 2460 и, конечно же, 120 Гц он тоже поддерживает. А батарея у нас ни много ни мало 6500 мАh с быстрой зарядкой в 33 Вт. И, в принципе, при активном использовании этого хватает на полные сутки без подзарядки. Доступа к температуре нет, само собой, хотя он и не греется практически, само собой, тротлинг-тест мы делать не будем. И здесь у нас стоит Android 14. Если мы пойдем с вами в настроечки, вот, пожалуйста, и пойдем с вами, допустим, о телефоне, то мы увидим, что у нас 6 плюс 6, вот здесь можно добавлять. Android 14, также мы это уже увидели, фронталочка 32 мегапикселей, основная 50. Но это тоже нас все не очень волнует. В тестах сети у нас 2,4 ГГц набирает стабильные 30 мегабит, это в принципе среднячковый балл, а 5 гигагерцовая сеть набирает там 170, от 170-200 до 300 мегабит на выгрузку, и в принципе это тоже неплохо. Насчет 4G агрегации здесь нет, максимально, что мы получали до 50 мегабит, но в Запорожье тестировать сейчас не ахти как хорошо 4G. Что можно делать на данном смартфоне? Можно, например, смотреть какие-то стриминговые сервисы по типу Netflix и тому подобного. То есть я здесь смотрел Netflix, смотрел Megogo, сейчас оно перевернется. И вот, пожалуйста, у нас фильм пошел. Хороший, яркий звук, но моно, сразу говорю. Экран очень яркий. Если ставить максимальную яркость, то будет даже пересвет сейчас на камере, поэтому мы используем на текущий момент 65% яркости, и то экран очень яркий. Есть подводная камера, в принципе, ну не подводная камера, а подводной режим, когда оно не будет постоянно тача, ну тач отключает. В принципе, такой себе режим. Что еще есть? Есть вот эта вот крутая штука, это пульт. У нас можно инфракрасный пульт использовать, у нас, видите, здесь инфракрасник есть, а есть, кстати, еще два микрофона.
для шумоподавления и есть 3,5 разъем для наушников. Здесь мы можем просто-напросто выбрать с вами либо лампочки, коробки различные, телевидение, там, функциональные устройства, водонагреватели. Все, которые работают от пультов внешних, мы можем здесь реализовать. Также у нас есть набор инструментов, которые включают в себя компас, пожалуйста, шумомер. Есть у нас настенный уровень визуальный, это очень удобно, если хотите что-то повесить. Есть пузырьковый уровень, который, кстати, неплохо работает. Замер высоты, тоже визуальный, кстати. Есть лупа, транспортир визуальный, опять же, для измерения углов. Отвес, все визуальное. Конечно же, с поддержкой не только визуальной, а с поддержкой еще и акселерометра. Шагомер, рингтон тревога, барометр, зеркало, фонарик и funny sound. Funny sound не знаю зачем сюда. Ну там собачка гав-гав, там, знаете, дождик идет, там какая-то сирена или как машинка заводится. Для чего это, честно говоря, мне, откровенно говоря, непонятно. Но основные функции, которые реализованы в данном смартфоне, это далеко не то, что вы видели. Слушайте, у нас же еще есть тут отпечаток пальца. Смотрите, как прикольно он работает. С мгновенной разблокировкой. Вы здесь, конечно, можете работать с соцсетями, допустим. Что делать? Вы можете веб-серфингом заниматься, все, что хотите. Но основная его фишка, это, конечно же, то, что у него влага-водозащита. Вот вы сейчас видите, как его там наша лиса купает где-то, там зарывает. Не знаю, что она ему там делала, но был он в ужасном состоянии, пока его не помыл. Основная его фишка — это камеры. И далеко не та камера, о которой вы думаете. Эта камера, откровенно говоря, оставляет желать лучшего. В принципе, в таком смартфоне камеры, они просто так, номинальные. Это моя машина. В принципе, вот мы видите, как фотографировали, пытались экспозицию проверить. Вот, пожалуйста, это видео. У нас стабилизации на видео никакой. Лиса делает пару шагов и у нас раскачивает очень-очень сильно. Но при этом что-то доработает. А работает у нас очень неплохо. Работает ночное видео. Сейчас вы видите вставку, снимаем в полной темноте. Поэтому вот вы должны понимать, что все работает. Но инфракрасные вот эти вот точки, они палятся. То есть, если вы покупаете для ЗСУ, то нельзя такое покупать. Если вы покупаете для армии России, то можете спокойно покупать. Поэтому ночная камера — отличный вариант того, что вот можно, в принципе, использовать. Использовать в каких-то своих целях. Там, ночной сторож, там, допустим, может смотреть куда-то на улицу, стоять, не знаю, все что угодно. Но это неплохо. А плюс здесь еще есть термальная камера ThermoView. Здесь не флир, как я привык ранее, но ThermoView тоже очень-очень неплохо. Сейчас покладу смартфон и покажу вам пример. Да и в принципе пример. Классная камера, показывает минимальные, средние, есть точечные, есть зональные замеры различной температуры. Вот, например, мы выбираем зону с вами и видим, что у нас минимальная, максимальная температура, минимальная 27, средняя 30, максимальная 31. Также мы это можем делать, допустим, для выявления, видите, просто прикольно. Мы можем это делать для выявления каких-то утечек тепла. Тоже вы сейчас видите вставку. Мы там и кондиционер фотографировали, и все остальное. Можно определять утечки тепла, можно определять утечки фреона. Я знаю, автомобилисты используют, некоторые мастера, очень неплохо это работает. Даже некоторые панельщики используют для того, которые утепляют дома. Это неплохо. Что можно делать? Да можно, в принципе, делать все. Давайте еще сыграем во что-нибудь, там, например, World of Tanks Blitz, и будем уже переходить резюмировать, потому что больше мне здесь вам показывать будет нечего. Пожалуйста, в танчике можно спокойненько поиграть. Звук действительно громкий. Я еще хотел, знаете, что он был? Я вам, наверное, сейчас еще покажу, как YouTube работает, чтобы было уже такое полное понимание. Очень красивый экран. Здесь не HDR, сразу говорю, хотя, то есть он не декодирует HDR. Достаточно яркий, хороший экран, но говорить о том, что здесь какой-то экстра крутой экран, я тоже не буду. Хотя меня удивило 120 Гц, меня удивила Gorilla Glass Victus, да, стеклышко. Меня удивляет именно эта вот термальная камера, которая, вот видите, вот эта термальная камера очень неплоха, очень неплоха. Я раньше имел дело с флирами, да, с термальными датчиками, а вот именно с ThermalView ни разу. Мне понравилось, как работает. Кто-то мою базу захватывает. А ну идите сюда, я вам сейчас напихаю всем. Давайте. Бам.
Давай, двинемся. Чуть-чуть. Иди сюда. Удрал. Давай, второй. Вылазь. Вот он, вот он, вот он, вот он. Бам! Есть в башеньку, а он не выстрелил. Вот оно сейчас вылезет чудо. Здравствуйте. А ну, вылазь. Бам! Пробил. Слушайте, ну можно играть. Можно играть спокойно. Можно играть. Я не скажу, что здесь будет работать Genshin Impact, допустим, какой-то. Ну, это было бы вранье. Genshin Impact здесь может быть либо в минималках будет работать, либо будет тормозить очень-очень сильно. Я здесь еще смотрел ютубчик, в принципе, 2К 60 FPS. А вот, смотрите, я тут свою дикую реку смотрел, которую я снимал когда-то, очень давно. И она спокойно декодируется. Давайте качество выберем другое. 1440 60 Гц. Никаких вопросов у меня не вызывает. Яркий, хороший экран и достаточно неплохой звук, хотя и моно. Вот звук я бы, конечно, улучшил бы. Но, в принципе, проходим, резюмируем данный смартфон. Ну, в качестве выводов скажу, да, неплох телефон. Камера мне не понравилась. Вы это уже поняли, да? То есть экспозиция там чуть-чуть, есть проблемы с пересветами какими-то странными, да, и то, что абсолютно нет никакого стабилизатора, хотя бы цифрового, это раздражает. Но при этом наличие термалочки, наличие инфракрасной ночничка, вот этого инфракрасного, делает ее хорошим рабочим инструментом, ну, для своих, скажем так, потребностей. И достаточно мощные материалы корпуса приятные, и я могу рекомендовать его, но с учетом всех тех отрицательных моментов, которые я назвал. Вы должны о них понимать, а мы должны вам честно об этом рассказывать. А с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.